Алиев продолжает быковать на Запад. Что он говорит на этот раз? Посмотрите на сегодняшнюю российско-украинскую войну. Что говорят западные государства? Франция, США, другие. Они говорят, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Украина должна использовать оружие. Они предоставляют Украине все виды вооружений. Хорошо. Почему же отношение к нашим оккупированным землям было другим? Ведь и наша территориальная целостность была нарушена. Наши граждане, 1 миллион человек, остались без крова. Кто нам помогал? Почему проявлялось такое двуличие, когда 1 миллион человек жили в вагонах, общежитиях, детских садах, палатках? Мы требуем ответа на эти вопросы. У меня есть ответ на эти вопросы, Алиев. Карабахский конфликт возник вследствие применения жесточайшего насилия в отношении армян Арцаха, которые требовали права на самоопределение в строгом соответствии с советскими законами и основополагающими хельсинскими принципами. Даже в уставе ООН заложен принцип отделения во имя спасения. Бакинские власти ответили на законные требования армян насилием, а советские власти – молчанием и попустительством. Карабахский вопрос стал кровавым конфликтом уже спустя неделю после мирного митинга в Степанакерте 20 февраля 1988 года. Армянский погром в Сумгаите 27-29 февраля показал, что в Баку не намерены идти не то что на компромисс, а даже на простой диалог. Погромы в Кировабаде в ноябре 1988 и в Баку в январе 1990 подтвердили насильственный курс абшеронской элиты. А была еще операция «Кольцо» весной 1991 года при прямом участии советских войск. Были непрерывные варварские ракетные обстрелы Степанакерта с декабря 1991 года до февраля 1992. И все это время власти Армянской ССР и Республики Армения не предпринимали никаких действий против восточного соседа. Нет ни одного международного документа, включая любимые Баку резолюции Совбеза ООН, которые зафиксировали бы факт прямого участия вооруженных сил Республики Армения. И все эти резолюции, кстати, были нарушены самим Азербайджаном. Запад начал реагировать на эти события еще при существовании Союза. В марте 1990 года, когда Конгресс США призвал Горбачева вмешаться в ситуацию и прекратить убийство армян. С другой стороны, уже в 1989 году бакинские экстремисты ввели железнодорожную блокаду Армении. И не выдерживают никакой критики лживые утверждения Баку о том, что это было вызвано оккупацией азербайджанских земель Арменией. Какая оккупация? Какой Арменией в 1989 году? Я мог бы продолжать, но сказанного достаточно, чтобы дать Алиеву ответ на волнующие его вопросы. Запад не мог ввести санкции против Армении, потому что все эти годы армянская сторона, включая Арцах, была пострадавшей стороной. А пресловутые районы были заняты с целью подавления огневых точек, угрожавших Арцаху и Бердзорскому коридору. А может, Алиев считает, что американский и европейский истеблишмент все эти годы был плохо информирован об истинном положении вещей вокруг Арцаха? Я его разочарую. А между тем Алиев продолжает загонять себя в тупик, выход из которого, похоже, один – это война. Министерство иностранных дел Азербайджана выпустило очередное заявление. На этот раз оно утверждает, что Алма-Атинские принципы 1991 года не гарантируют отсутствие территориальных претензий со стороны Армении, и нет правовых оснований для признания Азербайджаном территориальной целостности Армении до внесения изменений в ее конституцию. Это фактически отказ не только от соблюдения принципов, но и полное дезавуирование встречи в Праге в октябре 2022 года. Если Баку отказывается от Праги, он отказывается и от своих слов о признании территориальной целостности Армении. Алиев открыто идет на конфронтацию с Арменией, синхронно с Нетаньяху, который анонсирует масштабную атаку на Иран. Такие совпадения не случайны. До выборов в США остается месяц. Окно возможностей для Баку скоро закроется. Все указывает на то, что Алиев решил идти ва-банк. И Нетаньяху, и Алиев понимают, что на выборах в США, скорее всего, победит Камала Харрис, что их не устраивает. Войны Израиля против Ирана и Азербайджана против Армении – это попытка бросить вызов демократам, демонстрируя их неспособность решать международные проблемы. И Нетаньяху
и Алиев делают ставку на победу Трампа, и они действительно готовы идти ва-банк. Тот факт, что Алиев открыто выступает против США и Запада, используя недипломатичные выражения, показывает, что маски сброшены. Упоминая Афганистан, он, вероятно, имеет в виду и Иран. Сейчас Азербайджан уже не рассматривается как инструмент против Ирана, и Запад, вероятно, отреагирует на такие заявления, возможно, через поддержку Армении вооружениями. Тем временем депутаты парламента Азербайджана призвали расторгнуть ряд соглашений с США и приостановить проекты USAID в стране. Группа депутатов Азербайджана направила обращение к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову, в котором резко осудила действия США, направленные против Азербайджана на фоне предстоящей конференции КОП-29. В обращении подчеркивается, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева восстановил свою территориальную целостность и активно готовится к проведению КОП-29. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что группа американских конгрессменов под влиянием Госдепартамента использует конференцию для давления на Азербайджан, продвигая необоснованные обвинения, в том числе о нарушении прав человека и военной агрессии в Нагорном Карабахе. В письме также напомнили о якобы двойных стандартах США, которые игнорируют военные преступления, совершенные Арменией, и выражают поддержку армянским сепаратистам. Азербайджанская сторона подчеркнула, что, несмотря на все усилия по поддержанию партнерства с США, подобные действия подрывают двусторонние отношения. Депутаты призвали к ответным мерам на политическое давление со стороны США, отметив, что никакие угрозы и ложные обвинения не повлияют на решимость Азербайджана. В ответ на глупые обвинения азербайджанских депутатов я скажу следующее. «Боже, храни Америку!» В свою очередь, США рекомендуют новую стратегию на Южном Кавказе с учетом разворота властей Грузии к России и одновременного отдаления Армении от Москвы. Это вывод Хельсинской комиссии США. Рекомендации по региону Южного Кавказа изложены в одной из глав доклада «Противостояние России. Подготовка к долгосрочной российской угрозе». Армения, исторически один из ближайших союзников России, начинает отходить от Москвы. В то же время Азербайджан усиливает свои связи с Россией, балансируя их долгосрочными отношениями с Турцией, которая является членом НАТО, а также с ЕС. Тем временем правительство Грузии, партия «Грузинская мечта», разворачивается к России и принимает иллиберальную ориентацию, очевидно игнорируя проевропейские настроения своего народа. Этот сдвиг в сторону пророссийской позиции вызывает серьезные опасения, говорится в публикации комиссии в микроблоге X. В случае Грузии Хельсинская комиссия призывает к оказанию условного давления на власти при условии поддержки демократических сил и гражданского общества, а также укрепления связей с грузинским народом. С Арменией, как говорится в докладе, США следует нарастить сотрудничество, формализовать ее статус как партнера, поддерживая нормализацию отношений с Турцией и мир с Азербайджаном. В случае с Баку комиссия предлагает совмещать дипломатию и критику нарушения прав человека с экономическими и другими стимулами для демократических реформ. Отметим, что после всего сказанного со стороны Алиева в адрес Блинкена, думаю, что США в лице Госдепа всерьез возьмутся за Алиева и Азербайджана в целом. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей.